Если ты долго смотришь в бездну, бездна начинает смотреть на тебя. Но что делать, если все, что тебя окружает, мертвая пустота, а ты просто персонаж с именем на букву W, и твоя единственная цель — выжить? С вами Ницари, и сегодня я вам расскажу, как я прошел Don't Starve Together в полностью пустом мире. В первую очередь я решил проверить, делал ли кто-нибудь такое до меня. На ютубе я нашел только 3 подобных ролика. В одном из них, по сути, ставился вопрос, а возможно ли в принципе выжить в пустом мире? Ответ, очевидно, да. А в 2 других у людей была цель выжить 70 и 100 дней соответственно. У меня же формат несколько другой, а потому для большего понимания я расскажу условия челленджа. Первое. Выживание стартует с осени. Все настройки мира, относящиеся к генерации существ и ресурсов, выкручиваются на 0, остальные остаются в изначальном состоянии. Второе. Все временные ивенты должны быть отключены. Третье. Прохождением игры считается завершение обеих сюжетных линий, а то есть убийство лунного чемпиона и теневого топлевопряда. И выходящее из этого 4-е условие, лунная сфера выдается в самом начале игры через консоль. Поскольку сфера необходима для призыва лунного чемпиона, а метеоритный дождь отключен, следовательно, честным способом получить ее невозможно. 5. Запрещено при создании мира ролить мир с естественными структурами. Сюда относятся лесу статуи, кладбище, все виды ловушек и так далее, поскольку это слишком облегчит выживание. 6. Использовать читы, консоли или моды, значительно влияющие на геймплей, запрещено. Тут я сразу вношу пометку, что моды я и сам использовал, и даже конкретно вот эти моды: Geometric Placement и Always On Stats, которые по сути являются визуальными, а также мод на указание фазы кошмарного цикла. Думаю, он может вызвать наибольшее количество вопросов, поэтому поясню сразу. В мире с такими настройками, вне зависимости от фазы кошмарного цикла, кошмары в руинах не спавнятся. Поэтому мод ни на что и не влияет, да и мне его было просто лень отключать. Вообще, думаю, стоит рассказать, а как я планирую выживать и добывать ресурсы, если мир пустой? Ну, в самом начале есть 4 основных способа. Сбор куч хлама на свалке, сундук с террариумом, сцена. А также, при должном везении, при лутании свалки может заспавниться енотокот. Он и является 4-м способом. И с первой поистине сложной задачей я столкнулся еще до начала выживания. За кого мне играть? Казалось бы, выбор тут просто огромен. Тут и обновленный Вольфганг, способный вносить все те же кучу урона, как и до реворка, но больше не жрущий 100 тефтелей в секунду, а потому просто незаменимый в битвах с боссами. И Венди с ее бафом на рассудок и возможностью побеждать врагов, даже не вступая непосредственно в бой, таким образом экономящая ресурсы на отхил и восстановление рассудка. И Вебер со старта имеющий кокон пауков, а следовательно решающий все вопросы и с едой, и с паутиной, и с хилками еще в самом начале выживания. Или в конце концов Виллоу с зажигалкой, дающей возможность пережить первые ночи, так еще и с Берни, дающим защиту от теней. Но правильный выбор всегда только один, и не всегда он самый очевидный. А потому я решил стартовать выживание за Уилсона. Знаю, звучит как бред, но я могу все объяснить. Во-первых, отсутствие у Уилсона каких-либо значительных преимуществ компенсируется также и отсутствием значительных недостатков, что в данном случае куда важнее. Во-вторых, Уилсон способен отращивать бороду, которую можно либо сбрить для восстановления рассудка, либо сохранить, ведь в максимальной стадии роста она дает 135 секунд теплоизоляции, что просто необходимо, чтобы пережить первую зиму. Ну и наконец самое главное, его древо навыков, а конкретнее вот этот его раздел. Здесь есть такие интересные крафты, как дерево из палок и наоборот, крафт шерсти бифола, что ввиду отсутствия самих бифола является единственным способом ее получения. Ну и самое главное, крафт лунных камней. Учитывая, что практически каждый сильный персонаж имеет довольно узкую специализацию и хорошо справляется только с чем-то одним, менять персонажа придется часто, а из-за отсутствия метеоритных дождей лунные камни становятся очень редким ресурсом. Тут-то на помощь и приходит Уилсон. И стартую я за него только, чтобы впоследствии получить доступ к порталу как можно раньше. С персонажем все ясно, ну вот теперь-то можно начинать? Не совсем. Теперь начинается казино, потому что нужно заролить подходящий мир. Не то чтобы они все сильно различаются, все равно все миры пустые, да и намеренно ролить генерации естественных структур нельзя. А найти я в свою очередь пытался мир, в котором кусты палок были бы заменены на палочные деревья. Да, сами деревья, как и кусты, при генерации не появятся, но вот по одной палке за каждое исчезнувшее дерево на земле лежать все же останется. Происходит это из-за того, что при применении настроек генерации игра как бы сперва создает все структуры, а только потом убирает те из них, которые мы выбираем в менюшке при создании мира. Палочное дерево же при появлении тут же создает одну палку, которая после удаления всех объектов не пропадает. Таким образом я получаю некий стартовый капитал для развития в игре. И вот, спустя столько попыток, я нашел подходящий мир, выбираю персонажа, захожу и...
В общем, при написании сценария я зашел в папку с записями и обнаружил, что первые 2 дня выживания не записались. Я бы с радостью переиграл их, если бы у меня уже не было записано все остальное прохождение на 50 плюс часов. Поэтому я просто перескажу в общих чертах, что происходило в первые 2 суток. После появления у портала нам нельзя терять ни секунды. Причину этого 2. Во-первых, ночь. Даже при наличии у нас палок траву достать неоткуда, а потому первую ночь придется переждать на светлячках. И вторую, вероятно, тоже. В целом, на светлячках можно пережить сколько угодно ночей, но проблема в том, что такой способ сильно снижает персонажу рассудок, а потому каждая ночь, проведенная не у нормального источника освещения, приближает сражение с ужасами. Во-вторых, голод. Вопреки названию, в Don't Starve голод редко является главной проблемой, так как еда есть буквально везде. Растет из земли, бегает по земле или на эту самую землю спускается с небес. Но здесь, сразу после спавна, мы находимся на очень жестком таймере – 2 внутриигровых дня. По их истечению стартовая сытость персонажа закончится, и мы начнем быстро и неумолимо умирать. А потому, как можно раньше, нужно добраться до свалки. Там, с небольшим шансом, при разборе куч хлама, можно получить картофелину или, на крайний случай, крота. В первые 3 дня мне удалось найти и свалку, и террариум, и сцену. На последний я сразу выступил, получив вот этот набор. Не самый полезный на ранних этапах, но и явно не самый худший. Разобрав же хлам на свалке, я нашел енота-кота, покормив которого практически сразу выбил шишку. В потенциале это уже решало все проблемы и с деревом, и с палками. А вот с террариумом мне повезло меньше. Мне не выпало ни копье, ни светлячки, зато выпали 2 веревки. Но с шахтерской шапкой пришлось повременить. Также, лутая свалку, мне неоднократно попадались пауки, об которых я и потерял практически все хп, что было большой проблемой, ведь уже совсем скоро. С 5 до 9 дня должны были прийти гончие. Гончие в данном испытании очень интересный феномен. С одной стороны, при том, что у меня толком нет ни оружия, ни брони, гончие могут быть серьезной угрозой. Особенно учитывая, что в отличие от обычного мира, здесь гончих никак не получится скинуть с хвоста. Им просто не на кого отвлекаться. Так что варианты с ними справиться только 2: принять бой или стравить их с более опасным врагом. С другой стороны, они стабильно, хоть и не очень часто, приносят мясо монстра, что в условиях острого дефицита вообще любой еды плюс. К слову о еде. Основным ее источником на ранних и средних этапах будут коала-слоны. Коала-слоны в целом крайне полезные существа в этом челлендже. По стандарту они пассивны к игроку, что позволяет спавнить их в большом количестве, не боясь расплаты. Они дают 8 мяса, так еще и хобот, что даже без котла позволяет нам получить 210 сытости. А этого, в свою очередь, хватит аж на практически 3 суток. Вдобавок к этому механику охот переработали, а потому теперь не может произойти ситуация, когда совершенно случайно, ища коала-слона, мы найдем варга. Ну и наконец, коала-слон очень легко и без урона убивается абсолютно любым оружием, что делает его буквально лучшим источником еды. И уже на 4-й день я смог найти и убить одного. Так после этого еще и енота-кот выплюнул рыбу, да и картофелина со свалки выпала. Таким образом, на ближайшее время вопрос с едой был решен. Следующие несколько дней, вплоть до прихода гончих, я подготавливал все для создания портала, лишь изредка отвлекаясь на драки с кошмарами. Разрушив все мраморные статуи и попутно неоднократно сойдя с ума, к 8-му дню я все же смог собрать все нужные для портала лунные камни. Так еще и со сцены выпал достаточно полезный набор охотника, дававший мне копье и пусть и достаточно бесполезную, но хоть какую-нибудь травяную броню. Но гончие предательски не пришли, а потому на 9-й день я оказался в достаточно опасной ситуации. Сытость закончилась, а взять еду было неоткуда. Я уже было подумал, что тут-то и будет первая смерть, но решил спуститься в пещеры и не прогадал, ведь там я нашел морковь. Вообще ее появление здесь скорее баг, а точнее непродуманность игры, так как спавнится она в деревне кроликов, но после обновления существ в мире не пропадает. На 10-й день я без особых проблем забрал Гломера, на 11-й убил очередного коала-слона, на 15-й пришли гончие, и так рутинно бы и продолжалось мое выживание, если бы не зима. Что удивительно, самой большой опасностью зимы является не холод. Как-никак я не зря выбрал Уилсона и с максимальной бородой, а также кроличьими наушниками. Суммарная теплоизоляция составит практически 5 минут, чего с запасом хватит на любые передвижения по карте. Но чем зима опасна, так это длинными ночами. Так как переносные источники света у меня очень ограниченные, а ночь зимой занимает практически треть от всей длины суток, нам остается грустно сидеть у костра да перекидываться в карты с кошмарами. Также приходится тратить очень много древесины на поддержание горения костра, ну и рассудок в темное время суток уходит очень быстро. Но главная проблема зимы — циклоп-олень. Да, это не сложный босс. У него всего 4000 хп и 1 атака, но когда из ресурсов на его убийство у меня есть только 3 травяные брони и поломанная деревянная, 2 самых стандартных копья, так еще и хп нет и хилить их нечем, циклоп становится достаточно опасным противником.
Я решил не искушать судьбу, не рисковать базой и жизнью и просто стравить циклопа с обосновавшейся неподалеку от базы мухой. После долгой и очень эпичной зарубы циклоп закономерно умер, а мне осталось только забрать с него лут. Не очень успешно, но глаз и куча мяса у меня. Кстати, думаю, стоит вернуться немного назад по таймлайну, в 20-й день. Недалеко от одного из входов в пещеры я нашел 2 скелета в паутине, около которых эта самая паутина в количестве 3 штук и лежала. А 3 паутины в комбинации с веревкой, найденной в самом начале в сундуке с террариумом, это сачок, с помощью которого я наловил светлячков и скрафтил шапку шахтера. Остаток зимы прошел без приключений, за исключением того, что я нашел скелет с лежавшими рядом веревками. И скрафтил из них сушилку. Как-никак до холодильника мне еще как до луны, а так можно и еду подольше сохранять, и мясо монстра обезопашивать. Весной я также собирал ресурсы со сцены и свалки, разращивал лес и занимался другой полезной деятельностью, вроде исследования карты и периодических вылазок в пещеры. А вот первое лето стало предвестником настоящего прогресса. Лето в ДСТ, по крайней мере, по моему мнению, самый сложный сезон. И дело даже не в перегреве, а как следствие нужде постоянно носить с собой камень-грелку и зонтик. И не в высыхании всех растений, особенно учитывая, что у меня в мире их и так нет. Главная опасность лета – лесные пожары, а точнее не лесные, а повсеместные. Для переживания лета есть по сути 3 основных стратегии. Первая и самая логичная – снежкометка. Она позволяет ценой некоторого количества топлива защищать базу от пожара. Но, увы, в моем случае на нее нет ни шестеренок, ни льда. Да и в целом, на поддержание работоспособности одной снежкометки будет уходить уж слишком много топлива. Второй вариант – уйти в биом Муральва. Пока идет лето, в этом биоме продолжается песчаная буря, защищающая постройки от возгорания. Но тут для комфортного пребывания нам понадобится создать пустынные очки, для которых нужны свиные жопы, которых у нас нет. Ну и третий вариант – пещеры. Именно его я и выбрал. За несколько дней до начала лета я занялся переносом вещей и организацией базы там, а с наступлением лета уже окончательно переселился в пещеры. Мне достаточно сильно повезло с расположением базы, а по сути спуска в пещеру. Он граничил с грязевым биомом, который в свою очередь всегда является входом в руины. Уже на 2-й день лета я добрался до руин и начал их исследовать, но чуть-чуть перестарался, а потому оказался в достаточно незавидном положении. На 58-й день пришли черви. Я уже был без хп, рассудка, так еще и топливо в шахтерской каске заканчивалось. Выкрутился же я из этой ситуации, стравив между собой червей и механизмы, а в конце придя за добычей. Собственно, на свете от светящихся ягод червей я до базы и дошел. Как итог, первый заход в руины пусть и не стал для меня прям переломным моментом, но оттуда я принес достаточно много полезного. В первую очередь шестеренки и фиолетовые самоцветы, что впоследствии позволило мне наконец скрафтить холодильники и доделать портал. Остаток лета я провел просто сидя на базе и занимаясь рутиной, поскольку запасы топлива в шахтерской шапке уже не позволяли совершать какие бы то ни было вылазки. И пусть в начале 2-й осени мне понадобилось некоторое время на восстановление запасов еды, а также рассудка и здоровья, уже к ее середине я достроил портал и впервые поменял персонажа. Дважды. Сперва на Вебера, чтобы получить кокон пауков, а затем на Вормвуда, чтобы создать кусты палок. Это позволит больше не думать о том, что их запасы в мире закончатся. Еще в ходе 2-й осени я постепенно начал исследовать океан, нашел короля крабов и мангровый лес, но самые большие открытия ждали впереди. Под конец осени я решил наконец создать теневой манипулятор, и в целом у меня для этого было все необходимое. Кроме непосредственно рецепта его создания. Поэтому я изменил персонажа на бабку, скрафтил книгу, открывающую рецепты, и создал теневой манипулятор. Под конец 2-й зимы я решил пробежать таки карту по контуру, и оказалось, что лунный остров находится буквально в шаговой доступности к материку, и мне хватит пары лодок, чтобы построить до него проход. Этим я и занялся. К началу весны я исследовал лунный остров и собрал лунный алтарь, а к концу весны начал подготовку к уже глобальному походу в руины. Для этого я сперва переключился на Вуди, а затем на Викфрид, чтобы крафтить деревянные трости, шлемы и копья. Последней частью подготовки стало переключение на Венди и перенос всех вещей в пещеры. Венди я выбрал по одной очень простой причине. Она хоть и имеет номинально меньший урон, чем другие персонажи, но у нее есть Эбигейл, способная вносить и танковать очень много урона, что позволит мне меньше тратиться на хилки и больше времени безвылазно проводить в руинах. На 126-й день я наконец выдвинулся.
Похождение по руинам ознаменовало как завершение второго года выживания, так и переход к совершенно новому этапу развития – Тулициту. В первую очередь я скрафтил магосвет, ускоряющий меня, дающий свет в небольшой области от персонажа, а также перезаряжающийся с помощью топлива ужаса, а потому любая нужда в других источниках света отпала. Затем я накрафтил тулицитовых корон, бронь и всевозможных посохов. До конца второго года я продолжал исследовать и зачищать руины, и мне удалось найти проход в лабиринт Древнего Стража, что стало первым по-настоящему большим шагом к прохождению игры. И здесь, я думаю, пришло время рассказать, а что вообще нужно для призыва теневого топливопряда. Всего необходимо сделать 4 вещи. Найти атриум, собрать 8 фрагментов окаменелостей, добыть древний ключ, а также теневое предсердие. Для последних двух нужно победить еще 2 боссов. Древнего Стража в самом конце лабиринта, находящегося в руинах, и теневых шахмат, которых сперва нужно восстановить. И так как Стража я уже нашел, и его убийство станет лишь вопросом времени, мне стоило начинать собирать теневых шахмат, особенно учитывая, что возможность призвать их возникает только один раз в 20 дней, в новолуние. Мне же нужно было сразиться с ними как можно раньше. На третью осень я решил убить муху, как минимум, чтобы доказать самому себе, что я уже могу побеждать достаточно опасных боссов. Но столкнулся с проблемой. Убивать муху я планировал за Ванду, так как это единственный персонаж, способный восстанавливать здоровье без хилок или еды, который в моем случае практически невозможно достать. А для максимальной эффективности Ванде нужно иметь очень мало здоровья, поэтому ей просто необходима теневая броня, тростника для крафта которой у меня не было. Потому я решил отложить идею с мухой и начать исследовать океан. На лунной пристани, даже если отключить генерацию обезьяньих хвостов и бананов, в количестве примерно 5 штук они все равно появятся. За осень я нашел лунную пристань и еще один мангровый лес, причем намного ближе к моей базе. И, наконец, посетил остров отшельницы крабов. Теперь накопление необходимого количества тростника стало лишь делом времени. Немалого времени. Вплоть до начала весны я занимался всякой ерундой и собирал теневых шахмат. А потом, на 178-й день, решил сходить в руины. Моей задачей было, если не убить Древнего Стража, то как минимум полностью исследовать лабиринт и зачистить руины. Но все прошло как нельзя лучше. Вообще, после реворка Страж стал сложнее, да и скилл в битве с ним стал куда более востребован. Притом, тактика победы все равно достаточно простая. В первой фазе байтить на разбег, а когда он врежется в колонну, бить. Во второй все то же самое, но отходить от разбега по чуть большей траектории, а также следить за выплескивающимся из него топливом ужаса, чтобы не получить по лицу от тентаклей. Нет, не в таком смысле. Прыжок, появляющийся во второй фазе, доджится точно так же, как и разбег. Тут в целом ничего изобретать не нужно. Повторяем эту последовательность действий, пока Страж не умрет. И вот, наконец, спустя столько времени, первый сюжетный босс повержен. Более того, мне достаточно сильно повезло с выпавшими с него ресурсами, а конкретнее, с него выпал ленивый исследователь, который мало того, что позволяет телепортироваться и просто жизненно необходим в битве с теневым топливопрядом, так еще и ускоряет, как обычная трость, а то есть в деревянных тростях от Вуди больше не было необходимости. Для сражения с шахматами оставалось лишь завершить их сборку и дождаться подходящего времени. На 192-й день я превратил посох Призывателя Звезд в посох Призывателя Лун, но понадобится он мне сильно позже. К 201-му дню я подготовил все для сражения с теневыми шахматами, сменил персонажа на Ванду и начал бой за теневое предсердие. Бой с теневыми шахматами в основном сложен из-за того, что босс как бы не один. Их 3, и притом каждый раз убивая одну из фигур, 2 другие станут сильнее. Вообще, существует достаточно много стратегий их убийства. Тут все зависит от игрока или от его цели. У кого-то цель убить их максимально быстро, у кого-то с наименьшим полученным уроном, у кого-то наиболее стабильно и просто. Я для себя выбираю следующую тактику. Как только шахматы появляются, я начинаю бить слона. У него меньше всего хп, от его атак сложнее всего увернуться, и притом он дольше всех находится в неуязвимости во время атаки. Конь вообще не входит в неуязвимость, а ладья неуязвима буквально пару секунд в момент телепортации. Когда слон умрет, начинаю усиленно бить коня, втанковывая весь получаемый от него урон, но стараюсь избегать урона от ладьи. Когда конь также повержен, остается только ладья, и когда она одна, битва с ней очень проста. При атаке нужно надеть магосвет, взять трость и в идеале бежать по дороге, тогда ее атака пройдет мимо вас. Затем у вас будет окно в несколько секунд до ее следующей атаки, когда ее можно бить. И вот теневые шахматы повержены, теневое предсердие у нас. Дальше только топливопряд, а потому я начал подготовку к сражению с ним. Для его убийства я решил воспользоваться одной очень старой, очень простой, но не очень честной тактикой, для которой мне нужны были приманкоцветы. В мире они естественным образом не спавнились, но их можно скрафтить из лиственного мяса, играя за Вормвуда, чем я и занялся. Спустя 19 дней у меня были все 5 приманкоцветов, был Гончус Стрелятиус и полная уверенность, что вот сейчас тот самый момент. Я пришел в Атриум, дошел до главного зала, собрал скелета и... Ничего.
Дело в том, что по этой тактике Топлевопряд должен был упираться в луковицы, не способные отключить портал, а Гончиус Стрелятиус бы его планомерно убивал. Но в недавнем обновлении это пофиксили. И тут я начал думать, а как мне вообще тогда с ним сражаться? Для стандартных тактик без чиза нужен был либо ветродуй, либо большое перо, это ивентовый аналог ветродуя. Ни то, ни другое скрафтить у меня возможности не было, так как для ветродуя нужен рок вольткозы, а вольткоз у меня в мире нет. Да, заспавнить их хоть и можно, но это настолько сложно и маловероятно, что за все мои предыдущие 1000+ часов прошлых выживаний мне это ни разу не удавалось. Для ивентового пера нужно как минимум было включить ивенты, что уже запрещено правилами, но и это не все. Чтобы его скрафтить, нужен алтарь. На алтарь нужно положить куст, а чтобы скрафтить куст, нужно 8 ягод, каждую из которых пришлось бы с молитвами выбивать из енота кота. В общем, не вариант. Есть еще две тактики с чизом. Первое — это поставить перед Топлевопрядом 2 колонны из Дредстоуна, а дальше все как по изначальному плану. Он идет в них, не может отключить портал, умирает. Но для этого нужно 84 Дредстоуна. Просто для понимания, насколько это много, с убийства кошмарного свина-оборотня можно получить максимум 12. Сколько раз его придется убить, считайте сами. И да, я знаю, что существует способ дюпа, но и он отнюдь не идеален. На то, чтобы получить 15 Дредстоуна дюпом, нужно целых 3 зеленых гема, которые мало того, что в принципе самые редкие, так я еще и потратил очень много, когда крафтил приманкоцветы. В общем, и этот способ мимо. Оставался последний известный мне способ. Вытолкнуть себя с помощью 2 заборчиков и калитки за карту, и потом байтить Топлевопряда, чтобы он не отключил портал, убить его, находясь в безопасности. Этот способ пусть и был осуществим, но мне казался уже за гранью, и к такому богоюзу я не был готов прибегнуть. На изучение и тесты всего этого в отдельном мире у меня ушло примерно 2 дня, за которые я уже был готов принять поражение. Сколько бы я ни пытался, сколько бы ни лазил по форумам и обсуждениям, я не мог найти тактику, которая была бы для меня исполнима. В конце 2-го дня поисков я отчаялся что-либо найти и решил попробовать убить его в отдельном мире, не предотвращая отхил. У меня не получилось. Он все же хилится на 550 хп за каждую съеденную тень, что буквально за 4 тени нивелирует полностью весь полученный прогресс за первую фазу. Я решил отдохнуть от игры и взять время на подумать. И мне пришла идея. В последнем обновлении реворкнули Вайнону, и ее катапульты стали значительно сильнее. У них увеличился сплэш и скорость атаки, а также появилась возможность ускорять их стрельбу. И я подумал, а вдруг сработает? Вдруг большое количество катапульт сработает как ветродуй, и тканые тени не смогут дойти до Топлевопряда. Настало время экспериментов. Я создал еще один мир, накрафтил больше 20 катапульт, взял несколько хилок и броню и начал попытки. Всего с 3-го раза Топлевопряд был повержен. Более того, мне потребовалось всего пара хилок. Я понял, что победа возможна. Зашел в основной мир и начал собирать нужные ресурсы. Всего мне нужно было порядка 30 золота, 315 камня и бревна. Все это достаточно легкодоступные ресурсы, но нужны были они в огромном количестве. Уже на 248-й день я собрал ресурсы, подготовил пару хилок, взял броню и спустился в пещеры. Расставил катапульты, перевел их в атакующий режим и начал бой. По сути, Теневой Топлевопряд сложнейший босс игры. Пусть у него и не больше всех хп, и не самый большой урон, но его способности реально доставляют боль. У него всего 3 атаки: удар головой впереди себя, создание шипов по спирали и призыв клетки, запирающей персонажа. Даже так эти атаки достаточно неприятные, но хуже всего его особая способность. Когда Топлевопряд теряет часть здоровья, он призывает тканых теней, а также 6 теневых рук по периметру арены. Пока все руки не уничтожены, Топлевопряд находится под щитом, полностью блокирующим урон. Все это время к нему будут ползти тканые тени, при поедании которых он будет очень быстро регенерировать. При всем этом теневые руки невозможно разрушить, имея более 15% рассудка, но когда рассудок персонажа ниже 15%, Топлевопряд способен подчинить себе персонажа и забрать у нас контроль. Тактика же боя заключается в том, чтобы бегать по арене в надежде выжить и стараться вносить Топлевопряду урон, а когда он активирует щит, ломать руки как можно быстрее. Остальное за нас сделают катапульты. Топлевопряд повержен, осталось совсем немного. Для призыва лунного чемпиона нужно собрать все 3 подношения. Одно находится на лунном острове с самого начала. Второе нужно выкопать из земли с помощью астрального детектора, рецепт которого надо найти в древних архивах. А третье подношение получается после победы над королем крабов, если в него вставлена жемчужина. Первые 2 подношения очень легко собрать. Одно уже находится на лунном острове, а второе я собрал достаточно быстро. Как я ранее говорил, я уже скрафтил посох призывателя лун, при разборе которого получил переливчатый самоцвет, который нужен для древних архивов. Осталось только получить жемчужину. Для этого мне нужно выполнить задание Pearl, но есть проблема.
Вот список ее заданий. Вот те из них, которые я уже выполнил. А вот те, которые выполнить по сути невозможно. С кустами все и так понятно. Чтобы скрафтить куст, нужно 8 ягод, каждую из которых пришлось бы с молитвами выбивать из енота кота. А с цветами ситуация в целом та же. По сути, единственный способ получить бабочку, чтобы посадить цветок, через енота кота, а шанс этого, очень маленький. Поэтому, помимо простых заданий, мне пришлось ловить рыбу. Кто бы мог подумать, что это станет проблемой? Дело в том, что, во-первых, чтобы рыбачить, мне сперва нужно создать косяки рыб с помощью книги бабки, и есть шанс, что нужная рыба просто не заспавнится. А во-вторых, механика ловли рыбы тут очень неочевидная. Да, гайдов по ловле рыбы я не нашел, а потому мне понадобилось примерно 5 часов, чтобы понять, как вообще ее ловить, а потом еще куча времени на то, чтобы поймать нужную. К счастью, дальше мне нужно было лишь восстановить домик Перл, для чего мне нужны были лампочки, которые я надюпал через крафт фонаря, и панцири кромсателя, которые я также надюпал, но уже через шлем кромсателя. И вот, жемчужина получена. Местоположение краба известно, осталось только его победить. К сожалению, или к счастью, я не знаю, как было бы проще, краба недавно реворкнули, и пусть у него и стало меньше здоровья, и он стал менее душным, легче он явно не стал. Тактик по его убийству в открытом доступе особо нет, а потому я решил действовать по ощущениям. В короля краба я вставлял следующие самоцветы, а из снаряжения у меня было немного брони, куча досок на случай поломки лодки и флейта пана, чтобы усыплять крабов-защитников. Еще я взял посох призывателя звезд, чтобы, если битва затянется, не умереть ночью от Чарли. Последний гем вставлен, и битва началась. Описывать все атаки краба я не буду, их слишком много, поэтому просто расскажу свою тактику сражения. Сразу после призыва короля крабов я начал его бить. Игнор турелей и планомерное вливание урона. Как только краб призывает ледник, спрыгиваю на него, использую флейту пана для усыпления крабов-стражей и усиленно бью короля. Когда ледник ломается, либо прыгаю на лодку, либо ставлю новую, если у старой осталось слишком мало прочности. Так повторяю, пока король не перейдет в последнюю стадию с призывом краба-рыцаря. Единственное отличие здесь, использую флейту пана вместо 2 раз 3 и добиваю краба. Достаю со дна последний алтарь и собираю их на лунном острове. Теперь мне нужно лишь выполнить квесты Вакстафа для создания лунного сифонатора. Всего несколько дней и все готово. Все предметы собраны, оружие и снаряжение тоже. Осталось лишь вставить лунную сферу. Больше 60 часов игры, придумывание тактик, изучение новой информации, победа над древним стражем, теневыми шахматами, теневым топлевопрядом и королем крабов. И все ради этого момента. Ради финального босса в Don't Starve Together. Лунного чемпиона. Самый техничный босс, любая атака которого может моментально закончить игру. И битву с ним я оставлю с живыми комментариями. Сейчас утро раннее. И финальная битва. Дебил, Честера убил. Честера обидно. Честера обидно, ага. Честера жалко. Это плохо, но я жив. Мне ведь... Бежим, я успею похилиться. Две. Death will never catch me? Да тебя смерть сейчас поимеет, не то что поймает. Этот ублюдок достал. Фух. Сейчас начнутся некоторые, так скажем, непотребства, скорее всего. Тут просто идет менеджмент хилок. Ты можешь прямой дать, а? Спасибо. Охренительно. Восхитительно. Замечательно.
Прелестно. У меня заканчиваются эпитеты. Победа! Я надеюсь, сейчас никто не оглох. Скорее всего, сейчас кто-то оглох. Фух. Вот и подошло к концу это приключение. Полной записи выживания в описании нет, ибо оно идет слишком уж долго, но битвы с 5 основными боссами я оставил. Можете посмотреть, некоторые из них даже с живыми комментариями. Я потратил на это видео очень много времени и сил и буду очень признателен, если вы подпишетесь и поставите лайк. Переходите в мою телегу и на Бусти, там будет много интересного и эксклюзивного контента. Также вы можете поддержать выход новых видео рублем. Если хотите видеть больше подобных видео, пишите в комменты, по какой игре сделать следующий хардкор. Спасибо, что посмотрели, и до скорого.